Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить итальянский панеттоне на закваске Lievito Madre. Если вы работаете с другими видами заквасок, этот рецепт вы также можете использовать. Внизу в описании под видео вы увидите инструкцию по корректировке рецепта под ваш вид закваски. В этом рецепте я вам покажу все этапы приготовления панеттоне. Получится у любого, просто следуйте моим рекомендациям. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, а также тайминг процесса вы увидите в описании под видео. Первый день. Первый день приготовления панеттоне важно начать как можно раньше. Я распишу тайминг процесс, начиная с 8 утра. И начнем мы его с подкормки закваски. Я использую закваску Lievito Madre 50% гидратации. Если вы используете другую закваску, допустим, пшеничную 100% гидратации, то посмотрите в описании под видео, я сделала корректировку, как ее подкармливать. Всегда работайте с весами. Для начала взвесьте 20 грамм активной закваски. Добавьте 10 мл воды комнатной температуры и перемешайте вместе с закваской до однородного состояния. Затем добавляем 20 грамм пшеничной муки и замешиваем тесто. Вот таким образом вымешайте закваску до гладкости и эластичности. Вот такой шарик у нас получился. Надрезайте его крест-накрест и перекладывайте в миску. Далее накрывайте крышкой или пленкой и оставляйте в теплом месте на расстойку 3-4 часа. За это время давайте подготовим ароматическую смесь для панеттоне. Нам потребуется семена ванили из 1 стручка или 1 чайная ложка натурального ванильного экстракта. Добавьте его в 30 грамм меда, лучше взять акациевый или ароматный мед, любой, который вам нравится. И смешиваем с цедрой 1 лимона и 1 апельсина. Далее добавьте 1-2 чайных ложек рома. Можно добавить любой другой крепкий ароматный алкоголь. Перемешиваем все ингредиенты. Кстати, эту смесь вы можете приготовить за несколько дней до приготовления теста для панеттоне. Далее накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре ровно до того времени, как она нам понадобится для теста. Теперь давайте подготовим изюм. Нам потребуется 120 грамм хорошего отборного изюма без косточек, заливаем его кипятком. И оставляем его на 40 минут или на час вот в таком виде. После того, как прошел час, слейте воду полностью, откинув его на дуршлаг. Далее залейте вновь кипятком и уже оставьте на 4 часа вот в таком виде. Прошло 3 часа, посмотрите, как увеличилась в объеме закваска. Теперь приступим к второй подкормке. Для этого, как обычно, используем весы, взвешиваем закваску и далее добавляем все ингредиенты в стандартных пропорциях. Добавляем воду комнатной температуры в количестве 50% от веса закваски, то есть ровно половину от веса закваски. Смешиваем закваску и воду до однородного состояния. Далее добавляем пшеничную муку в таком же количестве, как и был вес закваски. Смешиваем все ингредиенты. Вымешиваем закваску на рабочей поверхности в течение 1-2 минут до гладкости.
Вот такой красивый шарик у нас получился. Далее надрезаем его крестом, накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 3-4 часа. 4 часа прошло, посмотрите, как увеличилась в объеме закваска. Теперь у нас будет третий и финальный этап подкормки закваски. Весь процесс повторяется точно так же. Взвешиваем закваску, далее добавляем воду в количестве 50% от веса закваски, смешиваем закваску с водой, далее добавляем муку в количестве 100% такого же объема, как и была наша закваска. Смешиваем все ингредиенты. 1-2 минуты вымешиваем закваску на рабочей поверхности до гладкости. Далее вновь надрезаем крестом, перекладываем в чашу, накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 4 часа. 4 часа прошло, посмотрите, как увеличилась в объеме закваска. Теперь наступает этап заведения первого теста. Сдобное тесто, а особенно тесто для панеттоне, очень тяжелое, поэтому закваска должна быть суперактивная. Поэтому обязательно подкармливайте ее перед использованием в тесто минимум 3 раза. Нам понадобится 90 грамм закваски. Добавляем 120 мл воды комнатной температуры и 85 грамм сахара и активно перемешиваем все ингредиенты. Далее понемногу добавляйте просеянную муку. Общее количество муки 260 грамм. Обязательно для панеттоне выбирайте сильную муку. Либо специализированная мука для панеттоне должна быть, либо должна быть мука Манитоба, либо любая мука, в которой количество протеина будет больше 13 грамм. Это очень важно, иначе ваш панеттоне просто не поднимется. Как вы видите, муку я добавляю небольшими порциями. После того, как тесто стало однородным, я добавляю следующую порцию муки. Я решила показать весь процесс как можно подробнее, чтобы потом у вас не осталось вопросов и чтобы вы видели полностью структуру теста. Тесто стало уже довольно плотным. Я чувствую, что не хватает жидкости. Добавляю 1 яичный желток комнатной температуры. Будьте внимательны. Все ингредиенты для панеттоне всегда должны быть только комнатной температуры. Мука впиталась в тесто. Затем добавляю еще 1 желток. Обязательно всегда перемешивайте хорошо тесто перед тем, как добавить новый ингредиент. Далее добавляем оставшуюся муку, замешиваем тесто. Как вы видите, тесто довольно плотное, и часть муки все еще находится на дне чаши. Добавляем последний желток и хорошо перемешиваем тесто. Запомните вот такое движение, как будто бы вы как экскаватор копаете тесто.
Далее с помощью него мы будем работать на всех этапах заведения теста для панеттоне. Небольшими порциями начинаем вводить сливочное масло комнатной температуры. Следующий кусочек масла можно добавлять только когда предыдущая порция полностью пропитала тесто. Со временем тесто поменяет свою структуру, оно будет более эластичное и с ним будет более комфортно работать. Когда вы добавили последний кусочек сливочного масла, у нас начинается основной замес теста. Копающими движениями работайте с тестом в течение 5-7 минут. Тесто должно стать эластичным, однородным, не липнуть к рукам. Постепенно вы увидите, как стенки чаши станут абсолютно чистыми. И это с большей вероятностью значит, что ваше тесто уже готово. Посмотрите, тесто практически не липнет к рукам. Стенки чаши чистые. Теперь буквально 1 минуту можно вот таким образом поработать с тестом на рабочей поверхности. Вот такое красивое тесто у нас получилось. Это был самый сложный и важный этап, который мы сделали. Теперь тесто перекладываем в глубокую чашу, накрываем крышкой или пленкой и оставляем в теплом месте. Температура должна быть 28 градусов на 12 часов. Далее завершаем работу с изюмом. Прошло около 4-5 часов, он очень хорошо набух. Теперь нам нужно слить обязательно всю воду и вот в такие нетканные полотенца или в бумажные полотенца завернуть и оставить до завтра. Второй день. И начнем мы с выбора ингредиентов и взвешивания для наполнения панеттоне. Они могут быть абсолютно разные на ваш вкус. Здесь у меня изюм, который мы вчера замачивали, ароматическая смесь, которую тоже вчера делали, 40 грамм свежих кедровых орехов, 40 грамм натуральных цукатов и 40 грамм цитрусовой домашней пасты, рецепт которой вы также найдете на моем канале. Давайте посмотрим, как выглядит тесто для панеттоне. У меня прошло 13 часов. Тесто должно обязательно растаиваться при очень теплой температуре и увеличиться должно в 3 раза. Если первое тесто не увеличилось в объеме в 3 раза, не используйте его, ждите. Это очень важно для того, чтобы получить идеальную консистенцию панеттоне. Как вы видите, я обминаю немного теста, выпуская лишние газы. Далее я добавляю всю ароматическую смесь и затем домашнюю цитрусовую пасту. Аккуратно перемешиваю все ингредиенты вместе с тестом. Далее добавляю половину от общего количества сахара. Общее количество должно быть 85 грамм. Перемешиваю с тестом. Обязательно помните, что каждый последующий ингредиент мы всегда добавляем после того, как предыдущий хорошо перемешался. Далее начинаем добавлять желтки. Нам понадобится 95 грамм желтков, это примерно 4-5 штук. Сейчас мы добавили 2 и активно перемешали до однородности с тестом. Затем мы добавляем 60 грамм муки.
Напоминаю, мука должна быть специальная для панеттоне, либо мука Манитоба, либо мука с повышенным содержанием протеина свыше 13 грамм. Вымешиваем тесто, чтобы вся мука полностью собралась в него. Посмотрите, какое красивое тесто у нас уже получается. Затем добавляем оставшийся сахар и 4 грамма соли. Перемешиваем до однородности. Затем вновь добавляем по чуть-чуть желтки. Вымешиваем их. Затем вновь добавляем оставшиеся желтки и хорошо вымешиваем тесто. После того, как желтки полностью перемешались с тестом и тесто стало однородным, далее начинаем добавлять небольшими кусочками масло комнатной температуры. Как вы видите, я продолжаю работать копающим движением, постепенно переворачивая тесто снизу вверх. Масло пропитало тесто, добавляю следующую порцию масла. В этом моменте у теста очень уникальная и интересная текстура, с ним очень приятно работать. Добавляем полностью оставшееся масло. Вымешиваем копающими движениями в течение 3-4 минут. Посмотрите, какое красивое тесто у нас получается. Теперь пришло время добавить все наши дополнительные ингредиенты. Кедровые орешки, цукаты, обязательно изюм. И затем аккуратно перемешайте все ингредиенты до однородности. Второе тесто готово. Накрываем крышкой или пленкой и оставляем на 30 минут отдохнуть. Сразу подготовьте противень или решетку для выпечки. Я буду использовать решетку с тефлоновым ковриком и 2 вот такие бумажные формы для выпекания по 500 грамм. Тесто отдохнуло и готово к формовке. Выкладываем на рабочую поверхность. У вас примерно получится около 1 килограмма 100 грамм теста. Такого количества достаточно на 1 большой панеттоне или на 2 средних. Если будете делать 2 панеттоне, то разделите тесто на 2 части и дайте им отдохнуть 15 минут. Далее приступаем к формовке панеттоне. Этот процесс называется перлатура. Обязательно смочите руки в воде. Подкрутите тесто в шар, снимите его с поверхности скребком и переложите в форму. Точно так же формуйте второй кусочек теста. Аккуратно перекладываем в форму. Остатки теста можно снять с рабочей поверхности скребком и добавить на панеттоне.
Тесто готово для финальной расстойки. Формы поставьте сразу на противень для выпечки. Каждую из форм накройте пищевой пленкой и оставьте их растаиваться в теплом месте. Температура должна быть 26-28 градусов на 6-8 часов. У меня прошло 7 часов. Посмотрите, как поднялось тесто. Также нам понадобятся вязальные спицы, 4 штуки. Мы будем их использовать для подвешивания испеченного готового панеттоне. Выпекаем панеттоне в предварительно разогретой духовке на 170-180 градусов Цельсия на нижнем уровне в течение 55 минут. Как вы видите, вязальные спицы я также отправила в духовку, таким образом они продезинфицируются. После 35 минут выпекания накройте панеттоне аккуратно фольгой, чтобы верх не пригорал. Наши прекрасные панеттоне готовы, я их только что достала из духовки, теперь нам нужно их обязательно подвесить. Не теряйте время, делайте это сразу же, как только достали панеттоне из духовки. Аккуратно, крест-накрест, отступая 2 см от дна панеттоне, проткните его насквозь. И далее подвешивайте панеттоне вниз головой, если так можно сказать. Это можно делать разными способами. Вот один из них. Возьмите глубокую кастрюлю и подвесьте вот таким образом панеттоне. Со вторым панеттоне проделываем все то же самое. Протыкаем сначала посередине с одной стороны, а затем с противоположной стороны. Если бумага для выпечки плотная, сначала можно проколоть ее толстой иголкой и затем уже вставлять спицу. И затем также подвешиваем его вниз головой в глубокой кастрюле. Вот таким образом. Теперь панеттоне должен полностью охладиться вот таким образом. Обычно на это уходит примерно 12 часов. Третий день. На третий день я вам покажу, как запаковать панеттоне, чтобы он хранился у вас очень долго, минимум 15 дней. Для этого нам понадобится 2 новых абсолютно чистых пищевых пакета и спрей, в котором разведен пищевой спирт и ром. Панеттоне полностью остыли, снимаем спицы и убираем их из кастрюли. Панеттоне рекомендуется есть на 3-4 день после выпечки. Вы заметите, что в первый день корочка панеттоне будет еще жесткая. Панеттоне должен созреть и наполниться влажностью до нужной текстуры. Давайте взвесим панеттоне, посмотрим, сколько получилось. Хороший вес. Теперь подготовим панеттоне к вызреванию и хранению. Для этого сверху распылите смесь пищевого спирта и рома. Далее этой же смесью обработайте внутри пищевой пакет. Перекладываем в него панеттоне и закрываем плотно пакет резинкой или зажимом. Таким же образом поступаем со вторым панеттоне. Таким образом, панеттоне может храниться в прохладном темном месте в течение 15 дней. Я вам советую набраться терпения и подождать хотя бы 2 дня. Вы увидите огромную разницу, какой будет панеттоне. 5-й день. Итак, наконец-то мы все дождались, время тестировать панеттоне. Прошло 3 дня после выпечки, когда я открывала пакет, там был потрясающий аромат. Посмотрите, какая стала мягкая корочка. И теперь он будет правильной текстуры и влажности внутри. Давайте посмотрим на срезе. По-моему, получилось просто замечательно.
Он отлично пропеченный и при этом сохраняет влажную текстуру внутри. Я очень люблю панеттоне, просто фанатка. Это мой самый любимый десерт. Такое сдобное тесто с богатым количеством ингредиентов, если вы готовите на закваске и с длительными расстойками, то оно гораздо комфортнее усваивается, нежели чем на дрожжах. Поэтому панеттоне на закваске всегда будет легче перевариваться. Пеките с удовольствием и любовью. До новых встреч, друзья, и приятного вам аппетита!